Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Африканская ночь не бывает по-настоящему тихой. Она дышит, шелестит сухой травой и вибрирует от низкого, почти осязаемого рокота, который заставляет саму землю мелко дрожать. В саванне звук львиного рычания пью. Засышайся. Это не просто шум. Это предупреждение. В этом рокоте слышна древняя власть хищника, для которого границы национальных парков – лишь невидимые линии на карте, не значащие ничего, когда же желудок сводит от голода. В ту ночь 12-летний Самуэль Лекато стоял у края загона краля, сжимая в руках старый пластиковый фонарик. Стекло было поцарапано, а луч – тусклым и желтоватым. Но это было единственное оружие мальчика против тьмы. За изгородью из колючего кустарника испуганно топтались коровы. Их тяжелое дыхание и запах пота привлекали тех, кто ждал в тени акаций. Самуэль знал, где-то там, за кругом света, припав к земле, крадется Симба. Так его народ Масаи называл льва. Но для Самуэля это был не просто символ величия. Это был вор, который за одну ночь мог лишить его семью всего. Еще 100 лет назад по просторам Африки бродило более 200 тысяч львов. Они были королями этих земель, регуляторами численности антилоп и зебр, живым пульсом экосистемы. Но мир изменился. Города Кении росли, прорезая саванну асфальтовыми венами дорог. Фермы наступали на дикие пастбища. Сегодня львов осталось едва ли 30 тысяч. Окруженные людьми, зажатые в границах заповедников, хищники оказались в ловушке. Особенно остро это ощущалось в поселке Энкаре, расположенном на самой границе национального парка Нджоро. Здесь не было заборов с колючей проволокой под током. Была лишь невидимая черта, которую львы пересекали каждую ночь в поисках легкой добычи. Для народа Масаи корова – это не просто домашнее животное. Это валюта, это приданое, это статус и выживание. Смерть одной коровы означала, что дети будут недоедать, а семья обеднеет на годы. Веками здесь действовал закон крови. Если лев убил скот, воин Масаи должен взять копье, выследить зверя и убить его. Это был бесконечный цикл мести, в котором львы медленно, но верно проигрывали. Отец Самуэля, Лекато-старший, был легендой. На его счету было 7 убитых львов. Он учил сына читать следы, держать копье так, чтобы оно не дрогнуло в момент прыжка хищника, и чувствовать ветер. Но Самуэль был странным ребенком. Пока его сверстники соревновались в прыжках и силе, он пропадал на свалке старой техники на окраине города. Его сокровищами были обрывки медных проводов, перегоревшие платы от радиоприемников и севшие батарейки. В то время как другие видели в сломанном фонаре мусор, Самуэль видел возможность. Он обладал редким даром – инженерным чутьем. Он понимал, как течет ток, даже не зная законов физики из учебников. Конфликт в семье зрел давно. «Ты должен стать воином, Самуэль», – ворчал отец, видя сына с отверткой в руках. «Копье кормит нас, а не эти железки». «Копье убивает, папа», – тихо отвечал мальчик. «Но львы все равно приходят. Нам нужно что-то другое». Переломный момент наступил в сезон засухи, когда львы стали особенно дерзкими. За одну неделю семья Лекато потеряла 3 лучших телят. Гнев отца был страшен. Он уже собирал других мужчин поселка для большой охоты. Самуэль дежурил у загона каждую ночь. Он заметил одну странную вещь. Когда он просто сидел на месте, львы подходили к самой изгороди. Но стоило ему встать и пройтись вдоль забора с включенным фонариком, хищники отступали. «Они не боятся света как такового», – осенило Самуэля. «Они боятся движения. Они думают, что там человек. Но человек не может ходить вокруг загона всю ночь напролет. Человеку нужно спать». И тогда в голове 12-летнего мальчика созрел план. Он разложил свои запасы на земляном полу хижины. У него была старая солнечная панель, которую выбросили туристы, автомобильный аккумулятор, несколько светодиодов от сломанных рождественских гирлянд и деталь, которую он называл «сердцем». Старое реле от указателя поворота разбитого грузовика. Всю следующую неделю, пока отец точил копье, Самуэль колдовал над проводами. Он хотел создать систему, которая заставила бы львов поверить, что вокруг краля бродит целая армия охранников. Система была примитивной, но гениальной.
Солнечная панель заряжала аккумулятор днем. Ночью энергия подавалась на цепочку светодиодов, закрепленных на шестах по периметру загона. Благодаря старому реле огни не горели постоянно. Они вспыхивали по очереди, в хаотичном порядке. Издалека казалось, что кто-то идет с фонариком, то приседая, то поднимаясь, то поворачиваясь. Самуэль назвал свое устройство «Саванна Глоу» – «Сияние саванны». В первую ночь установки отец Самуэля сидел на пороге хижины с копьем в руках, скептически глядя на мигающие огоньки. «Ты устроил здесь праздник для львов, сын?» – усмехнулся он. «Просто подожди, отец!» Тишина саванны была нарушена низким рычанием. Из темноты показались два светящихся желтых глаза. Лев вышел на опушку, готовясь к прыжку. Но вдруг перед ним вспыхнул белый огонь. Затем другой, чуть левее. Хищник замер. Огонь погас и вспыхнул снова, уже ближе. Лев попятился. Для него этот мерцающий свет был воплощением непредсказуемой человеческой угрозы. Зверь развернулся и исчез в высокой траве. За ту ночь ни одна корова не пострадала. Не пострадала она и через неделю, и через месяц. Слухи о волшебных огнях Самуэля распространились по Энкаре быстрее, чем пожар в сухой сезон. Соседи, которые раньше смеялись над мальчиком, теперь стояли в очереди у его порога. Самуэль помогал всем, собирая системы из того, что было под рукой. Вскоре в поселок приехала Мириам Кавана, руководитель международной организации Wild Horizon. Она привыкла видеть в Африке либо кровь, либо огромные неповоротливые проекты по защите природы, которые требовали миллионов долларов и часто проваливались. Увидев систему Самуэля, сделанную из мусора, но работающую безупречно, она застыла от изумления. «Ты понимаешь, что ты сделал?» – спросила она мальчика. «Я просто спас наших коров», – ответил Самуэль, вытирая испачканные в масле руки. «Нет», – Мириам улыбнулась. «Ты спас львов». Благодаря поддержке Wild Horizon Самуэль получил стипендию в одной из лучших школ Найроби. Его история, похожая на сказку, долетела до организаторов конференции TED. Когда 12-летний мальчик в традиционной красной одежде Масаи вышел на огромную сцену в США, зал затих. Он не говорил о сложных графиках исчезновения видов. Он просто показал свою маленькую коробочку с проводами и рассказал, как его фонарик помог врагам стать соседями. Ему аплодировали стоя. Сегодня Саванна Глоу – это не просто самоделка. Это отработанная технология. Инженеры помогли Самуэлю усовершенствовать схему, сделав ее дешевой и долговечной. Эти огни теперь светят не только в Кении. В Индии их устанавливают на окраинах деревень, чтобы отпугивать тигров. В Южной Америке они защищают фермы от ягуаров. В некоторых регионах огни адаптировали для защиты полей от слонов. Оказалось, что гиганты тоже не любят резких световых всплесков. Но самое главное изменение произошло дома. В Кении впервые за десятилетия популяция львов начала восстанавливаться. Конфликты между людьми и хищниками сократились на 90%. Старый Лекато больше не берет в руки копье. Он сидит в тени акации и смотрит, как его сын, уже взрослый молодой человек, изучает новые чертежи. Больше никто не называет Самуэля странным. Однажды вечером, глядя на мигающие в сумерках огни, отец положил руку на плечо сына и сказал слова, которые стали главной наградой для Самуэля. «Раньше я думал, что мужчина – это тот, кто может убить врага. Но теперь я вижу. Настоящий мужчина – это тот, кто может сделать так, чтобы врагов не осталось. Мой сын нашел путь сильнее копья. Он победил без крови». История Самуэля Лекато – это не просто рассказ об удачном изобретении. Это напоминание о том, что великие перемены не всегда требуют огромных бюджетов, армий или сложных политических стратегий. Иногда достаточно одной внимательной пары глаз, сострадания к обоим участникам конфликта и смелости применить старую лампочку там, где веками использовали сталь. Свет в сауне теперь горит не для того, чтобы прогнать жизнь, а для того, чтобы ее сохранить.